Посмотрите, что я приготовил из необычного теста и яблок. Яблок здесь просто много очень. Получается нежное, мягкое и вкусное. Итак, смотрим. Здесь у меня ровно 100 грамм сливочного масла комнатной температуры. Добавляю я сюда 50 грамм сахара. И теперь нам это масло с сахаром надо хорошенько перетереть. Всем привет! Вы находитесь на канале Радости Частного Дома. Оставайтесь со мной, мне всегда вкусно. Теперь добавляю я сюда цедру одного лимона и добавляю сюда 2 яйца. И теперь всю эту массу опять нам необходимо хорошенько перемешать, перетереть до однородной массы. Теперь добавляем сюда муку. В муку я добавил 10 грамм разрыхлителя для теста. Добавляем в эту чашу и начинаем замешивать тесто. Сначала замешиваем ложкой. После того, как ложкой уже невозможно замешивать тесто, замешиваем тесто руками. Вот такое тесто у меня в итоге получилось. Оно липнет ко всему, к рукам, к столу, к чашке. Вот такое тесто нам и надо. В этом рецепте нам понадобятся яблоки. Я их очистил, нарезал большими кусочками. А теперь нарезаем мелкими кусочками. Яблок в этом рецепте я использую 350 грамм. Яблоки я подготовил, и теперь их высыпаем к тесту. И теперь нам это все хорошенько необходимо перемешать. Кстати, чуть не забыл, муки я использую в этом рецепте 200 грамм. Этим рецептом со мной любезно поделилась Оксана с канала «Вкусные секреты и уютные советы». Тесто с яблоками у меня готово. На противень я постелил пергаментную бумагу. Руки обязательно смачиваем водой, так как тесто очень липкое. И формируем вот такие шарики. Получается у нас что-то типа булочек или печенье с яблоками. Вот столько штук получилось из данного количества ингредиентов. Теперь в заранее разогретую духовку до 180 градусов отправляем это все на 20-30 минут в зависимости от вашей духовки. Ну а результат вы видели в начале видео. Готовьте на здоровье. Всем пока!